Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. В сегодняшнем видео я вяжу очень красивую сумочку из остатков пряжи. Из этого объема нити сложно что-либо придумать, а если сочетать несколько цветов одной фактуры, можно получить модное и функциональное изделие. Я вяжу из полиэфирного шнура Карамель Бэби. Мои цвета дюшес, маракуйя, карри, авокадо. Вы можете использовать также сочетание цветов. Прекрасно в эту технику ложатся разные ниточки. Либо вязать изделие из одного цвета. За счет формы будет прекрасно смотреться и монохромное изделие. Все необходимое, как всегда, можно заказать с моим промокодом на скидку по ссылке в описании. Я использую крючок 3,5 мм. Подойдет любая форма ручек на ваше усмотрение. Я приготовила бамбуковые полукруглые. Также приготовила сантиметровую ленту. На каждом этапе вязания озвучу количество рядов и размеры моей заготовки в сантиметрах. Такие очень интересные и стильные сантиметры можно заказать на Валберес. Оставляю артикул и ссылку в описании. Он автоматически собирается при нажатии на центр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приступим к работе. В первую очередь я определилась для себя по порядку цветовой гаммы. И начинаю с самого сдержанного песочного цвета. Набрасываю нить на ладонь, оставляя запас для соединения рядов, так как с помощью этого запаса будет соединяться каждый следующий ряд полотна. Оставляю где-то полметра, не больше. Оборачиваю вокруг 3 пальцев, минуя мизинец, вставляю крючок под нижнюю нить и подхватываю верхнюю. Провязываю 3 воздушные петли. Первая, вторая, третья. Это подъемный столбик на высоту ряда. Вязать я буду столбиками с одним накидом. В общей сложности в кольцо мне нужно провязать 12 столбиков вместе с подъемным. Но вязать я их буду пучками по 3 столбика. Накид, крючок в кольцо, первые 2 петли, вторые 2 петли. Снова накид, крючок в кольцо, первые 2 петли, вторые 2 петли. Теперь закладываю формирование углов. Воздушная петля и снова 3 столбика с одним накидом. Между тройками столбиков каждый раз провязываю воздушную петлю. Готовы еще 3 столбика, воздушная петля, и мне нужно допровязать еще 2 пучка по 3 столбика с одним накидом. 12 столбиков провязано и проглядываются точки, где я провязывала воздушную петлю. Ряд заканчивается точно так же воздушной петлей и плотно-плотно стягиваю кольцо. Соединение рядов. Вынимаю крючок, вставляю его под первую кромочную косу. Она находится между первым и вторым столбиком ряда. Увожу петлю наизнанку и в эту петлю подхватываю запас нити, который я оставила для соединения рядов. Протягиваю нить полностью и подтягиваю рабочую нить. Соединение должно иметь точно такой же размер, как и отверстия по полотну, которые сформируют углы. Вот уже сейчас проглядывается квадратная форма. Убираю в сторону нить для соединения и ввожу следующий цвет. Нить беру с небольшим запасом, фиксирую по изнанке, вставляю крючок в соединение рядов, делая накид новым цветом нити. Подхватываю петлю,
Это основание столбика с одним накидом. Чтобы завершить подъемный столбик, провязываю еще одну воздушную. Готово. Теперь в эту же точку мне нужно провязать еще 2 столбика. Эту нить фиксирую столбиками. Накид. Эта же точка, столбик с одним накидом. И еще один столбик с одним накидом. Пучок из 3 столбиков готов. Между пучками я, как и в предыдущем ряду, провязываю одну воздушную. Следующая точка у меня находится в следующем угле. Накид. Первый столбик с одним накидом. Второй столбик с одним накидом. И третий столбик с одним накидом. В углы по полотну я буду каждый раз провязывать добавление. Добавление — это еще один пучок из 3 столбиков. Делаю воздушную для формирования угла, накид, в эту же самую точку еще 3 столбика с одним накидом. Добавки будут из ряда в ряд в 4 точках на углах. Эти углы будут хорошо просматриваться за счет того, что сюда провязаны 6 столбиков с одним накидом. Снова воздушная петля для формирования арки на следующий ряд. Здесь можно и не провязывать воздушную петлю, если полотно хотите более сбитое, не дырявое. Накид. Следующую точку провязываю также 2 пучка по 3 столбика. И так до конца ряда. Второй ряд завершается последним добавлением в точку начала. Воздушная, накид, 3 столбика с одним накидом в последнюю точку. Готово. Здесь то же самое. Воздушная петля, вынимаю крючок, увожу эту петлю на изнанку, подхватываю нить, с помощью которой я соединяю ряды, вытягиваю ее полностью, подтягиваю, слежу за натяжением и здесь формирую петлю, чтобы она была такого же размера, как и остальные углы моей детали. Это изнанка моего изделия. Для удобства мотки, которыми я не вяжу текущий ряд, я складываю в емкость, чтобы они не мешались, и ввожу новый цвет. Точно так же с небольшим запасом фиксирую, провожу нити для того, чтобы ввязать их в полотно, чтобы они поднимались из ряда в ряд вместе с каждым следующим рядом. Если они останутся на своем месте, по изнанке будут большие петли. Здесь делаю то же самое. Накид, вставляю крючок в соединение, подхватываю рабочую нить и формирую первый столбик 3-го ряда. Основание столбика и 1 воздушная. Готово. Подтягиваю ниточки, накид, еще 1 столбик. Здесь фиксирую вот эти 2 нити и нить начала нового цвета так, чтобы они ввязались в полотно этим пучком. И еще 1 столбик с одним накидом. Готово. Поправляю натяжение нити, чтобы все было компактно и аккуратно. Воздушная петля и следующая точка, следующее окошко. Провязываю в него 3 столбика с одним накидом, формируя пучок узора. Это боковая сторона. Поэтому здесь я провязываю только 1 пучок, потом снова воздушная,
Угловая точка. Сюда я провязываю сразу 2 пучка с одним накидом по 3 столбика. Между пучками провязываю воздушную. Каждый следующий ряд будет заканчиваться в точке начала. Эти углы у меня уже сформированы, и заканчиваю я формированием первого угла. Воздушная уже провязана, накид, провязываю пучок из 3 столбиков, последнюю точку. Не забываю здесь в конце ряда провязывать воздушную и соединяю ряд по аналогии с предыдущими рядами. Увожу петлю наизнанку, нахожу нить, запас нити, с помощью которой я соединяю ряды. Формирую последнюю петлю, контролирую натяжение. Здесь остаются хвостики ввода новой нити. Их прячу в толщу столбиков. Просто увожу туда-обратно, чтобы они не мешались и ничего не торчало. По изнанке у меня идет нить соединения и нити, которые непосредственно участвуют в вязании. Очередной моток убираю в сторону и ввожу новый цвет. Точно так же с небольшим запасом фиксирую накид, вставляю крючок в соединение, подхватываю и первый столбик 4-го ряда. Готов. Здесь фиксирую край, ввязываю его в полотно, и эти 3 нити тоже располагаю так, чтобы они подхватились новым цветом и шли по вязанию вверх. Второй столбик в первую точку и 3-й столбик в первую точку. Первый пучок ряда готов. Нити здесь подтягиваю, чтобы не было больших петель. Все аккуратно. Воздушная петля, следующее окошко. В этом ряду уже 2 окошка на пути к углу. С каждым рядом расстояние между углами увеличивается, потому что увеличивается моя заготовка. Следующий пучок и так до угла. В угловую точку провязываю 2 пучка и так вяжу до конца ряда. Я соединила ряд по аналогии. Теперь больше вводить новые нити мне не нужно. В моем узоре участвуют только 4 цвета. Все нити введены. Мне нужно только выбирать, какой я буду вязать следующий ряд. В сторону убираю нить соединения рядов. Следующая у меня идет бежевая. Достаю этот клубок из моей емкости и убираю туда пока ненужный клубок. Фиксирую все ниточки в положение вверх и с помощью необходимого цвета создаю первый столбик 5-го ряда по аналогии с прошлыми рядами. Первый столбик, сюда же фиксирую все нити, подхватывая их вместе. Второй столбик и 3-й столбик. Готово. Проверяю натяжение. Здесь все компактно. Все нити идут со мной на следующий ряд. И убираю их в сторону. Воздушная петля. Следующий пучок в окошко. Так навязываю ряд за рядом, чередуя нужный цвет. В конце начала ряда отслеживаю, чтобы все у меня было аккуратно.
Каждый цвет я повторила по 5 раз. Сейчас у меня провязано 20 рядов. Размеры моей заготовки 41 сантиметр на 41. В эту сумочку очень просто вшить подкладку на этом этапе. Просто выкраиваю квадрат. У меня уже подготовлен квадрат по размерам с обработанными краями. И пришиваю потайным швом по всем сторонам заготовки. В иглу я заправила нить в 2 сложения. Теперь в намеченной точке фиксирую нить. Сначала по подкладке, далее по полотну сумки. Стежки делаю примерно одного размера. В той точке, где выходит нить из подкладки, она подтягивается к полотну сумки. Здесь на таком же расстоянии подхватываю подкладку. Стежок того же размера. Снова подтягиваю. Таким образом нет шва на лице, он остается внутри. И при этом стежки незаметны по лицу изделия. Если растянуть шов, он выглядит следующим образом. Подтягиваю нить, и все собирается. И так далее. Один стежок по подкладке по внутренней стороне, один стежок по сумке. Я укоротила все цвета нити, кроме бежевой. Она у меня основная, ей я и буду продолжать работу. Так как подкладка у меня вшита с очевидным центром, я уже пришила бирку, у меня есть 2 боковины. Вот с этих боковин я и начинаю работать. Сейчас вставляю крючок в соединение в угловую точку и ввожу основную нить. Вязать буду столбиками без накида. Сразу подтягиваю край начала и ввязываю его в полотно. Далее вяжу убавки. Вставляю крючок за обе дужки кромочной косы в первую точку, во вторую провязываю эти петли вместе. Далее то же самое. Одна точка, вторая точка уходит под арку. Провязываю вместе. Первая точка, вторая точка, провязываю вместе. Фактически количество петель к концу ряда, к концу этой боковины у меня уменьшится в 2 раза. Первая точка под арку вместе. Вот такие двойные столбики, провязанные вместе, у меня пройдут по всей стороне. В конце ряда у меня остается последние 2 точки. Их точно так же провязываю вместе. Петля подъема, переворачиваю полотно и вяжу ряд обратно. Здесь уже без убавок, без добавок. Можно какую-то нить из укороченных вязать в полотно. Вставляю крючок за обе дужки кромочной косы и провязываю столбик без накида. Таким образом у меня уменьшилось количество петель по боковине, и я продолжаю навязывать рядность поворотными рядами. Довязав до конца ряда, снова провязываю воздушную петлю, она подъемная, и переворачиваю на другую сторону. Так, рядов я навязываю около 7. Сейчас 2 ряда вместе с рядом убавок у меня провязано. Это 3-й ряд. Вот думаю, что по ширине 7 рядов будет достаточно. Я провязала 7 рядов, это около 4 сантиметров. Теперь мне нужно подвернуть навязанные ряды, вынимаю крючок,
Располагаю вязание удобно. Возвращаю крючок и буду вставлять крючок в точку между убавками. То есть не в самый первый ряд этого цвета, а немножко выше. С этой стороны и с этой стороны я подхватываю кромочную косу последнего ряда. Подхватываю рабочую нить и провязываю соединительную. Так далее. Следующая точка, следующая кромочная коса. Подхватываю и соединительная. То есть я проложу шов, который зафиксирует мой подворот. Я укорачиваю нить в конце ряда и в последнюю петлю вытягиваю ее полностью. Оставляю как есть. Перехожу на ровно противоположную сторону, где вывязываю точно такие же 7 рядов и подшиваю их точно так же. Я обработала боковые части и зафиксировала подвороты. Перехожу к центральным частям, которые остались нетронутыми. Здесь точно так же ввожу новую нить. Эта нить у меня осталась от вязания основного полотна. Ввожу крючок в боковую точку и формирую столбик без накида. По этой стороне мне нужно точно так же провязать убавки по 2 петли вместе. Каждая следующая точка объединяет 2 точки в одну. Готово. Теперь мне нужно перейти на вязание по квадрату. Также с помощью убавок я это делаю. 2 петли вместе. Здесь нахожу центральную точку, поднимаясь. Вот она. И мне здесь надо сделать выточку по 3 пучка. То есть я беру одни 3 пучка, накладываю на другие и еще 3 пучка сверху. Вот так это выглядит. Здесь будет встречная выточка. Фиксирую, держу и продолжаю вязать убавления. Первый столбик, второй столбик, провязываю их вместе. Далее у меня уже подхватывается моя выточка. Первый столбик по выточке, второй столбик, провязываю их вместе. Снова соответствующие кромочные косы ввожу крючок. Все 3 подхватываю сложения. И вторая петля уходит в арку и провязываю их вместе. Снова подхватываю соответствующие кромочные косы. Первая петля, вторая петля, провязываю их вместе. У меня идут убавления и провязыванием 2 подряд петель вместе. И убавление идет за счет того, что я сложила в 3 сложения полотно изделия. Первая, вторая вместе. Здесь важно не упустить ни одну из 3 кромочных кос, иначе будет провал. Вместе. И здесь у меня последняя точка. Вывожу эту петлю и здесь с встречной стороны складываю точно так же 3 пучка симметрично. И вторую петлю уже вывожу из этой выточки. Вот она. И провязываю их вместе. Так продолжаю до конца ряда. Ряд завершается тоже убавлениями. Здесь у меня есть хвостик, который ввязываю в полотно. 2 вместе, натягиваю и еще
2 столбика по боковой части. Петля подъема, переворачиваю полотно и продолжаю поворотными рядами уже без убавлений и без добавлений. Вот сколько петель здесь сейчас у меня получилось, столько и вяжу за обе дужки кромочной косы. Хочется наперед сказать, что вот это расстояние, если у вас ровная база крепления ручки, должно соответствовать вот этой базе. Если у вас ручка круглая, ничего страшного, то есть эта часть просто соберется по повороту ручки. Продолжаю ряд за рядом. Вяжу примерно столько же рядов, сколько и по боковой части. Ну, можно не 7, а 8 провязать. У меня провязано 8 рядов, и теперь я подворачиваю и точно так же прокладываю шов, но уже с ручкой. Подтягиваю рабочую нить, вставляю крючок с одной стороны по основанию и подхватываю кромочную петлю за обе дужки с другой стороны, соединительная. И так точка за точкой. С одной стороны ручка закреплена, переворачиваю на противоположную сторону и здесь проделываю то же самое. Закладываю выточки такого же размера и не забываю провязать убавление, то есть по 2 столбика одновременно подряд. Сумка получилась просто загляденье, яркая и очень фактурная. Такая малышка дополнит любой летний образ и вместит все самое необходимое. Напоминаю, из квадрата размером 41 сантиметр я получила готовое изделие. Ширина 30 сантиметров, глубина порядка 20 сантиметров. Соответственно, если вы хотите модель пообъемнее, можно связать шопер или пляжную сумку. Вяжите квадрат больше и поиграете с убавлениями по боковым и центральной части. Эту выточку я связала одну. Таких выточек, но поменьше, можно сделать 2 или 4. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!